Видите, это игроки «Зенита» разминаются, чтобы показать крутую игру. А ведь болельщику, чтобы в оптимальном состоянии подойти к матчу, тоже нужна небольшая разминка. Именно для этого мы и создали фан-променад. И ему мы посвящаем второй эпизод «Путеводителя по Санкт-Петербургу». Что же такое фан-променад и как все устроено? Фан-променад — это зона развлечений, которая работает на каждом домашнем матче сине-бело-голубых. Открывается фан-променад за 3 часа до начала встречи, чтобы у болельщиков была возможность поучаствовать во всех подготовленных активностях. А их, поверьте, очень много. Например, если вы любите экспериментировать с собственной внешностью, то для вас на стадионе Санкт-Петербург работает центр фанатских причесок. Тут ваши волосы покрасят в зенитовские цвета, но не переживайте, смыть краску очень легко. Хотя после одного дня с сине-бело-голубой прической ваш натуральный цвет волос покажется слишком заурядным, и вы вряд ли захотите его возвращать. Помимо этого, посетители стадиона Санкт-Петербург могут нанести себе аквагрим. Это такие краски, которые совсем не вредят коже и делают вас самым ярким болельщиком на трибуне. Девушкам стоит заглянуть в наши салоны красоты. Тут вам сделают уникальный зенитовский макияж. Если стартовый свисток еще не скоро, то направляйтесь в кинотеатр «Синема Холл» на Крестовском, где вам покажут фильмы из коллекции лучших кинокартин о футболе. Ну и какой кинотеатр без попкорна? Здесь все зрители получают его бесплатно. Самая музыкальная часть стадиона — это сцена «Лайв» на Крестовском, на которой уже выступали группы «Пилот», «Князь», «Виа», «Пролетарская танго», «Биллис Бенд» и многие другие. Спасибо, друзья! Отметим, что «Синема Холл» и «Лайв» на Крестовском, как правило, начинают свою работу за 2 часа до начала матча. Однако мы рекомендуем вам всегда следить за официальным сайтом и нашими аккаунтами в социальных сетях. Там всегда есть актуальное расписание работы всех активностей. А еще на стадионе Санкт-Петербург есть парк аттракционов. Тут можно поиграть в гибрид футбола и снукера, поучаствовать в турнире по киберфутболу или сразиться с друзьями с помощью игровых автоматов и других активностей. А запечатлеть радостные эмоции от фан-променада можно в фотобудках, которые сделают для вас и ваших друзей серию красочных снимков. Важный момент. Все традиционные зоны фан-променада бесплатные. Если вы пришли на футбол, все вышеперечисленные развлечения уже ждут вас. А главное, что большую часть активностей фан-променада мы клонировали. То есть здесь вас ждет далеко не одна фотобудка, не один салон фанатских причесок и так далее, а много, очень много. По периметру стадиона активности повторяются. Это сделано для того, чтобы создать более комфортные условия и избежать очередей. А теперь самая важная часть этой серии. Смотреть ее надо с особой внимательностью, чтобы случайно не покрасить себе волосы в синий, когда просто хотел посмотреть кино. Сейчас поговорим о расположении традиционных зон фан-променада. Фотобудки, аквагрим, центры фанатских причесок и салоны красоты установлены в фойе трибун А, Б и С на 3-м этаже стадиона, то есть на 1-м ярусе, а также в фойе трибун С и Д на 5-м этаже, то есть на 2-м ярусе. «Синема Холл» на Крестовском и парк аттракционов ждут вас в фойе трибуны С на 5-м этаже. А сцена «Лайв» на Крестовском располагается в холле трибуны С на 2-м этаже. Сюда можно попасть прямо с центральной лестницы. Как вы поняли, активностей здесь даже больше, чем сухих матчей у Андрея Лунёва в этом сезоне. И это мы вам рассказали только о регулярных, но на них фан-променад не заканчивается. Абсолютно на каждом матче появляется что-то новое. О, вот сегодня, например, зомби. Парни, в атаку! Зону с ходячими мертвецами перед матчем с «Локомотивом» открыл официальный партнер клуба «Ростелеком». Все болельщики могли примерить на себя роль зомби или, наоборот, узнать, как обезопасить себя от восстания мертвецов. Есть и другие партнерские активности. Например, компания «Мегафон» разыгрывает призы в зоне Мегакруга, а также проводит экскурсии по виртуальному музею сине-бело-голубых. Авиакомпания «Россия» организовала перед матчем с «Локомотивом» зону «Вместе на высоте», где благодаря настоящему авиасимулятору можно было стать пилотом «Боинга» или принять участие в брейн-ринге, победители которого получили ценные призы и подарки. На матче с «Локомотивом» мы провели гастрономический фестиваль «Ода еда. Футбол-маркет» на Крестовском. Было невероятно вкусно. Поэтому мы решили, что нужно повторить этот опыт. Так что совсем скоро сине-бело-голубые бургеры вернутся на стадион. Порой фан-променад становится тематическим. Так было, например, на дерби с «Динамо», когда ко всем активностям добавилась приставка «ретро». На матче против Тосна весь фан-променад будет посвящен десятилетию первого чемпионства «Зенита» в российской истории. А в декабре вас будут ждать специальные новогодние активности.
Словом, теперь день матча — это настоящее событие. Здесь можно весело проводить время и с друзьями, и с семьями. Теперь вы знаете, зачем приходить на футбол пораньше. Вместе мы создаем самую крутую футбольную атмосферу в стране. Да, парни? Да.